Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Андрей Золотарев, как обычно, в прямом эфире по пятницам, украинский политтехнолог на связи прямо сейчас. Андрей Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр. Добрый вечер, зрители. Всем большое спасибо за то, что уже поставили лайк. Подпишитесь, если не подписаны, подпишитесь на Золотарева также. Ну и, конечно, активно принимайте участие в нашем сегодняшнем разговоре. Это, как обычно, можно осуществить в клубе зрителей «Шелест». Это можно точно осуществить в сообществе YouTube анонс нашей встречи. И там люди задают вопросы, реагируют, пишут. Также в чате трансляции, но в самом финале, поэтому досмотрите эфир до конца. Начнем с опроса нашего сегодняшнего эфира. Он звучит следующим образом. Есть ли возможность одним-двумя ударами России принудить Зеленского и Запад к срочному миру? К срочному. Сейчас на фоне, я так понимаю, все-таки праздников в России, да, там есть праздничные разговоры, ну, там Лукашенко говорит, что в этом году точно будет мир, причем и в Иране, и в Украине, вот точно в этом году все случится. Путин тоже такая у него риторика, конечно, в общем, будем, ну, ущерб не такой, какой хотят экономический, наносят Запад и Украина России, а мы будем бить в ответ, чтобы отбивать охоту тоже по гражданской инфраструктуре, поэтому сейчас как бы Путин принимает вызов, такой размен по ударами по гражданским объектам, или около гражданским, или полугражданским, сейчас не пойми что, все военные с одной и с другой стороны, это фиксируется, в общем-то, ну, то в грузовиках, замаскированных под фуры, то какие-то еще, в общем, перевозят, используют логистику гражданскую. Поэтому, собственно, мы видим, война логистики вот такая. Так вот, варианты ответов. Вот может ли Россия одним-двумя ударами срочно, в общем, чтобы мир пришел? Варианты. Да, если это удары ядерные. Да, по логистике имеется в виду Днепр, тоннель, вот это вот мосты, ну вот, как бы вот если что-то такое эдакое, как жахнут, и вот тогда срочный мир запросят, а он уже будет постоянным. Если ударят по верхушке, смотрите, не беру лично Зеленского, потому что там сейчас проводят параллели, и давно уже проводят параллели с Ираном, как уничтожают, но опять-таки, давайте тоже трезво смотреть. Аятоллу угробили, это понятно, но там и до Аятоллы Ксир хорошенько пощипали, и там идет как бы отработка шла, и она вот продолжалась, именно высшего военно-политического руководства. Поэтому собирательный образ верхушка. То есть вот такие три варианта «да». И четвертый вариант «нет». Иначе бы эти один-два удара уже нанесли, и, соответственно, все бы закончилось срочным миром. Вот такие четыре варианта, проголосуйте, пожалуйста. А давайте вот с этого момента поподробнее, потому что сегодня вовсю говорят, Андрей Владимирович, что будет некий удар возмездия «Орешник». Прям вчера заряжали, ну там что-то испытали, не испытали, непонятно. А вот сегодня и в ближайшие дни Зеленский всех предупредил, говорит, какой-то массированный удар будет. И, судя по всему, вполне вероятно, что и «Орешником» тоже. С боевой частью или нет? И как это соотнести с опросом нашего сегодняшнего эфира? Ну, учитывая то, что «Орешник» – это баллистическая ракета средней дальности, в чем ее, скажем, новизна и, скажем так, эффективность как оружия? Обычно на ракетах средней дальности применялась моноблочная боевая головка. То есть, а здесь, как на воеводе, как его за рубежом называют «Сатана», разделяющаяся боевая часть. Ну, по мнению ряда украинских экспертов, 6 боеголовок, в каждом 6 еще суббоеприпасов. Ну, картинку прилета по Южмашу все многие надолго запомнили, такое впечатляющее зрелище. Но до боевого применения действительно, предполагается, что оно будет применяться с ядерным боеприпасом. Применять с обычным, допустим, взрывчатым веществом, ну, особого эффекта это не принесет. Тот же «Искандер», на мой взгляд, оказался куда эффективнее. Поэтому я боюсь, окажусь в меньшинстве, но я считаю, что да, вы уже давно применили, а бить орешником по мостам, ну, это такое себе занятие. Понятно, мостов много, орешников намного меньше в данный момент. Вот. И довольно дорогое удовольствие, плюс учитывая то, что это баллистика, рассчитанная на то, чтобы лететь на 5-6 тысяч километров,
а не на там, около 1000. Точность может оказаться такой себе. Там, кто бы ни говорил про миллиметры, ну, помните, как с этим, как хор пропагандистов, экспертов говорил, что некие подземные сооружения в Белой церкви оказалось, со слов Путина, били по сараю, по гаражам, точнее. Поэтому я думаю, что да, об этом многие заговорили вот и в российском информационном пространстве, тот же Переслегин, о том, что обрубить все мосты, но выполнима ли эта задача? Вы помните, как с Антоновским мостом, учитывая то, что он был близок к линии боевого соприкосновения, и координаты прекрасно известны, и стыкали его хаймерсами, ну что, ну, надо сказать, в Советском Союзе строили на совесть. Вот. Так или иначе, этот Антоновский мост, пусть и поврежденный, но стоит. И аналогично и с другими. Да, есть мосты проблемные в техническом плане, тот же мост Паттона, но это не создаст критической проблемы и точно не принудит к миру. Нанести такой удар по жилой застройке, вот то, на что намекал Путин, такую организовать грандиозную гекатомбу, жертвоприношение, но да, результат будет обратный желаемому, ну, как в Иране. Ну, выпилили, начиная с Рахбара и заканчивая генералами корпуса стражи исламской революции, что это пошатнуло режим, наоборот, Ну, мы же, даже подождите, мы же не сравниваем режим в Украине и режим в Иране. Подождите, это природа другая режима, это определенно и много лет уже совершенно другая система отношений. Ведь тут же тоже как бы я бы не сравнивал эти вещи. иранские оппозиционеры, которые в январе еще протестовали, ну, сейчас не видно, не слышно. Наоборот, все сплотились вокруг флага в такой ситуации. Или возьмем... Подождите, то есть если условно, ну давайте так, общо возьмем, какая-нибудь ставка будет, ставка, у нас это модно сейчас, ставка, туда прилетают жертвы, вы думаете, что есть скамейка запасных у власти, есть лидеры, авторитеты, которые поведут страну и которые помогут сплотиться вокруг флага, но тоже как-то, ну, очень сомнительное утверждение. Я не бункер имел в виду во время совещания. Думаю, как раз да и бункер довольно защищенный. Попасть туда, ну, это, израильтяне могли, там у них, кстати, тоже есть аэробаллистические ракеты, не кинжал, Лора называется, Лора Аэро. Это как и кинжал, оперативно-тактическую ракету, которую приспособили для воздушного пуска. Вот по совещанию верхушки Хамас в Катаре вот наносился, самолеты даже не заходили в воздушное пространство Катара, нанесли удар такой ракетой. И, судя по всему, эффективный. Но это же не решило проблем. Хамас как был остался. Но я говорю о другом, о том, что удар с массовыми жертвами, он не приведет к тому, что все побегут, там, подняв руки, сдаваться. Но Путин вряд ли имел в виду удар по массовым жертвам. Смотрите, сейчас активно выносятся склады. АТБ, Новая почта, Укрпочта, вся новая Но почта, вся логистика горит. Поднимается крик, что вы делаете, там люди посылки не могут получить, еще что-то. Но то, что эти склады новой почты и так взрываются вместе с отделениями, потому что умные люди пересылают друг другу взрывчатку, ну там какие-то бывшие военные, это другое. Но тем не менее, тут и то, что логотип новой почты у Берлинской на всех ее дроновых этих всех мероприятиях висит как спонсора, как поддержку, это конечно, от большого ума. Но тем не менее, тоже вроде как по гражданской инфраструктуре. да, а очистные сооружения в Бортниче, которые могут создать Киеву летом такую довольно серьезную проблему, мягко говоря. Это что же гражданская? Энергосистема. Ну, у нас как-то с теплым временем года позабыли о том, что и в июле начинается пик потребления электроэнергии. И говорят тоже о том, что несколько гигаватт может возникнуть дефицит электроэнергии. Вот такой момент, когда ударить в июне, чтобы проблему ощутили в июле, вполне такой, вполне рабочий вариант. Поэтому точек уязвимости не только у России, но и у нас хватает. И если говорить, вот у нас сейчас все захлебываются от умиления эффективности middle страйков, детище компании Эрика Шмидта Hornet, да, действительно эффективный девайс
с искусственным интеллектом, с технологией Starlink. 150-200 километров. Ну и у нас, смотрите, под Павлоградом, там те места, которые хорошо знакомы, когда там в 90-х мотался туда, в столицу западного Донбасса, ну, заправочка сожжена. Харьковской области аналогично, Херсонская выносятся заправки. В Херсонской на этой неделе Ока сгорела, тоже довольно большая заправка. Явно вот создается такая зона отчуждения, когда и транспорт, и АЗС вот, в прифронтовых регионах становятся объектами ударов с помощью тактических FPV-дронов. И это по всей линии фронта происходит. Болезненно, да, болезненно. И по Но тут, сути... тут такой нюанс есть. Вот вы так сказали про мосты. Я вообще не понимаю, почему эта цель такая прям очень и очень защищенная, там, при Союзе строили, вы так сказали. Ну вот смотрите, наносят же удары по Чангарскому мосту, по путепроводам, которые ведут в Крым. И да, сегодня как-то вот это звучит более или менее нелепо, ввиду сразу двух причин. Причина первая. Вот эти товарищи, которые там активно поддерживают потужно, сказали, вот, собрались там возле Перекопа, по-моему, да, вот огромное количество фур с бензином, они прорываются в Крым, а потом как разобрали, вот все фуры горят, вот это вот удар нанесли. Оказалась картинка из игры компьютерной. Ну, хотя там понятно, что по бензовозам попадает, но не в таком количестве. Там понтонную навели, понтонный мост. А инженерно-мостовые части, я думаю, с пролетами это неделя-две, и что, либо что-то взамен, либо пустят рядом. Помните, как с вот, мосты через Ирпень. Довольно быстро. Ну, там же тоже не... Это не Днепр, Чонгарский, вот этот мост. То есть, это довольно быстро решаемая проблема. Но и да, именно сейчас такой момент, когда, судя по всему, все-таки там пробочки и скопления машин присутствуют, и вполне вот что-то сегодня, похоже, полетит и по Украине, ну и, собственно, и по скоплению машин у Чонгара вполне вероятно туда тоже в темное время суток прилетит. Но это не является критическим. Вот как пишет там Мадяр, рассказывает о том, что трасса перерезана под контролем. Ну и в конце концов Крым. Есть морское сообщение, есть в конце концов Керченская переправа. Худо-бедно. Я думаю, что несмотря на все проблемы с бензином для гражданского населения, это, конечно, медным тазом может накрыть курортный сезон. И приходится тем, кто ранее заказал путевки и приехал, Аксенов там распорядился выдавать бензин, чтобы люди могли уехать из Крыма. Но, я думаю, у военных дефицита бензина, дефицита дистоплива не возникнет в Крыму. Смотрите, тут же другое дело. Но бьют же, бьют, понимаете, и достигают каких-то ну, результатов, достигают. Но тут другой еще момент. Сегодня показали кадры, которые над трассой вот этой Таврида по югу нагнали туда ПВОшников, дроноводов, которые вот эти дроны-перехватчики. Если для кого-то новость, это не только есть ПИСь-УН у украинских ВСУ, да, есть точно такие же дроны-перехватчики, моделью FPV, моделью там попроще, как из пистолета она там стреляет, какая-то бабка-ешка, то есть вылетает. И, в принципе, эти же дроны, которые там, вы говорите, вот, хорошая штука, они и заметные, они и, то есть, и надо решить проблему. И начинают сейчас вот решать. Хантер это самолетного типа. Ну и, понятно, в темное время суток все небо не осветишь прожекторами. А технологии там такие, собственно, и как раз наиболее оптимальное время. Да, она нагонит, но слишком большое расстояние. Такую плотность расчетов ПВО, такой, чтобы дрон не проскочил, не создашь. Но там, да, кстати, и довольно слабенькая боевая часть, но для того, чтобы зажечь цистерну с топливом, этого вполне достаточно. И судя Смотрите, я о чем? Я о том, что это очень временное явление. Очень временное явление и очень временное превосходство. Причем все думают, там, все дают месяц где-то. Вот так можно, собственно,
держать преимущество в этом вопросе. Но, судя по всему, там вопрос, ну, там, на пару недель, я думаю, будет решаться быстрее. Ну, потому что видно, что этим занимаются, этим вопросом. Ну, то есть занимаются, рапортуют. Посмотрим, как будет усовершенствоваться вот этот Хорнет со стороны ВСУ. Вы просто сказали хорошее там типа оружие, но это машинное зрение, оно просто убивает всю войну, всю модель войны. На неподконтрольных территориях дроны бьют, как и на подконтрольных Украине территориях, дроны бьют по велосипедистам, подросткам на мопедах, каким-то непонятным машинам. То есть, что машинное зрение увидело, затем начало охотиться. Автобусы мы уже даже не вспоминаем, потому что ну, там, Старобельск, понятно, Янакиевский автобус и так далее, и Старобельский тоже автобус. Получается, что тут очень интересная такая вот сейчас штука. Вроде как запускали украинские ну, там, дроноводы, да, вроде как, но цель-то ловит, получается, не украинский солдат, и тут возникают уже вопросы, да, то есть о мере ответственности за военные преступления. Если, например, может, в России тоже есть это, ну, машинное зрение, автоматический захват цели, но они ж не распространяются так об этом. То есть, если в России российский дрон угодил в автобус, понятно, что виноват российский солдат, который его запустил. А в Украине никто не готов к такой дискуссии. Почему? И это, дело в том, что это встроено в пропагандистский официоз, ну, в котором, то есть, любое отступление от генеральной линии, ну, оно задаться таким вопросом, это будет объявляться мысли преступления, ну, тем более вот не так давно на этой недельке в Интерфаксе собирали говорящих голов, которые там договорились до того, что говорить о том, что Зеленский не хочет мира, это кремлевский нарратив, там, да, что там с Белоруссией происходит, это тоже кремлевский нарратив и так далее. Ну, это же проще всего, если крыть нечем, аргументов нет, заткнуть рот, ну, такая нормальная себе тоталитарная практика вот, в духе декалога украинского националиста. Поэтому тут неудивительно то, что это некоторые вещи лучше не светить вот, до поры до времени. Ну, любой военный скажет, почему. Но у нас почему-то из этого делают такой мега-пиар, раздувают как какой-то вундерваффе. Ну, я думаю, все-таки не месяц, может быть больше, но любая война – это кто-то технологически вырывается вперед, через некоторое время находится средство противодействия. Вот это постоянное противостояние щита и меча, ну, на данный момент как раз вот эти дроны Middle Strike с искусственным интеллектом, они, ну, как они не жалят смертельно, но этих укусов много. И да, это довольно болезненно, но не смертельно. Тут интересный момент сегодня, ну, это прям потрясающая история. 20 миллиардов просит Украина, украинская сторона. Онный бизнес. И просит быстро, Андрей Владимирович, быстро просит. Говорит, давайте, давайте. Потому что у нас же сейчас что? Преимущество в мидл-страйках. Да, зафиксировать, да. Но, естественно, но вот там, это вот вся... Подождите, там интересна другая, вторая часть. Там говорится о том, что если вот сейчас не дадите, ну, чтобы закрепить успех, то россияне там что-то придумают, свои мидл-страйки. И тогда, внимание, эффект будет потерян, но тогда вообще может быть катастрофа. Катастрофа. Возникает здоровый вопрос человека, ну, там, переживающего за эвакуированный Краматорск, за Славянск, за Днепропетровскую область, которая под эвакуацией, там территории достаточно большие, берег Днепра правый, да, вот там, где тоже в районе Никополя объявили тоже эвакуацию. Ты начинаешь задавать прямой вопрос. Так получается, а зачем вы доводите до того, что будет катастрофа? А если денег не дадут? Или дадут позже, чем вы обозначили? То есть катастрофа хоть так будет. Получается очень странная логика. С одной стороны, вроде как агрессивный маркетинг. Давай, только сейчас, торопись, там, не ленись, налетай, покупай живопись, понимаете? А с другой стороны, ну под ударом-то украинцы. Альпийское нищенство. Да, увы, война идет на территории Украины.
разрушаются украинские заводы, города, другие гражданские объекты. Это издержки несет Украина. И это то, что нам, кажется, и этих издержек на 100 лет вперед. И да, вот заметили, то, что вывозят, эвакуируют предприятия из Краматорска. Но я думаю, Новокраматорский машиностроительный завод, как его назвали, завод заводов, в карман не положишь и в Перечин Закарпатской области не увезешь. Что-то да, демонстрирует, но это действительно было одно из предприятий, масштаб которого большинство украинцев даже не осознают. Ведь решала сложнейшие задачи, когда Сталин принял решение строить океанский флот, вот, заложили линкоры Советский Союз, но оказывается, технологий производства крупнокалиберных 400-миллиметровых орудий у нас нет. Ну, к 1941 году завод справился. Единственная экспериментальная установка, она, правда, обороняла Ленинград. Вот. Но это было сделано, более 100 тысяч чертежей понадобилось, гигантский объем работы, но справились. Позднее уже в советское время там понятное оборудование и для металлургических заводов производили, и военную технику, инженерные машины разрождения. Но это действительно уникальное предприятие. И, к сожалению, судя по всему, оно будет потеряно. Либо оно будет обращено в руины, либо мы его потеряем, оно уйдет там сначала в серую зону, а потом будет захвачено противником. То, что сейчас происходит с Константиновкой, там тоже в свое время был уникальный завод по производству инструментальных сталей, которые необходимы для производства инструмента и так далее. Это уникально, монополист. Правда, говорят, новые собственники, эффективные собственники его загнали и там довели до ручки. Но, тем не менее, город тоже промышленный, но, тем не менее, на фоне вот этого победоносной истерии у нас забывают о том, что Константиновка на грани. И это будет хорошо, если до конца месяца не потеряют. Потому что охвачено с 3 сторон, тем более, что там высоты были потеряны ранее, а учитывая вот эту войну 4.0, там практически невозможно нормальную логистику осуществлять, не, кажется, заводить, не выводить личный состав. Там все грустно выглядит. Но у нас же мы же побеждаем, а это, естественно, нагнетание, чтобы положили в ручку. Как раз та сумма, которая не достает. Ну, система распил откат заноса, наш требует новых вливаний. И, очевидно, тут такой очень удобный момент. Информационно работать с эмоциями Зеленского умеет великолепно. И он сам, как говорится, в любой момент строится с эффективным видосиком, обращением. Другое дело, это, конечно, вот эта наглая дипломатия, она уже подутратила эффективность, но, я думаю, дадут. Может быть, не 25, как хочет, как пишет Политико, чуть поменьше, но дадут. Судя по тому, что в рамках Ukrainian Facility уже отписали 2,8 миллиарда. Вот, ну, помимо же накачки потужностью еще и, кажется, ну, пакеты вооружений, ну и заодно и финансирование. Я не думаю, что решат проблемы дефицита бюджета. Судя по всему, карманы украинцев будут радикально пылесосить во втором полугодии, учитывая те новеллы, которые грядут, начиная от повышения штрафов за превышение скорости и заканчивая тем, что, как в Европе, начнут налог на недвижимость взимать с рыночной стоимости. Ну, я думаю, спустя несколько месяцев украинцы ощутят масштабы покращения. Ну, сейчас поговорим о масштабах покращения. Это отдельная прям тема. И зарплаты военным, конечно, обсудим. Вот эти реформы, которые были. Сейчас во время нашего эфира начали разгонять украинские паблики новостейные, информационные, о том, что официально российская сторона предупредила американцев, что с 11 числа, в общем, будут бить орешником. С 11 по 14. Я так понимаю, сегодня 12. То есть сегодня, завтра, послезавтра, ну, то есть вот в эти дни будет некий вот какой-то удар.
еще раз, США пока не выписывала, не сообщала о том, что у нее есть такая информация, будет этот орешник. Тут же очень важно понимать, да, что, ну, то есть ядерный удар по Украине все отметают, потому что этого не может быть, но Нет, есть ну, люди, которые выписывают его плюс-минус ну, рациональное применение. Плюс орешник с разлетом вот этих 6 ну, суб-боеприпасов достаточно не такое мощное, то есть это может быть тактическое ядерное оружие, просто ну так, полосануть по какой-то линии укрепления. И сейчас в последнее время очень пристально смотрят на юг, потому что там серьезные бои, там очень тяжело, в общем, переоценить Орехов, да, как населенный пункт, как укрепрайон, потому что за Ореховым там уже вот это новодел нарытое, то, что нарыли вот сейчас, и качество, ну, этих фортификаций заставляет сомневаться в том, что это долго устоит. Плюс можно обойти уже там созданное. Короче, этот орешник может прилететь и по линии фронта, потому что давайте так, ну, Путин, когда тестировал его где-то в ДНР, чтобы дроны могли подлететь, посмотреть, еще раз, удар по сараю в формулировке, вот как анализируют, да, вот этот на питерском форуме, то есть белая церковь и что-то там в ДНР, ну, где-то там, да, то есть удара было два. И удар по сараю был в ДНР, чтобы могли подлететь дроны и все изучить до миллиметра, там вот как бы вот так. По Белой церкви не было, что там удар по сараю или по гаражам. Ну так не звучало. Ну так это, ну это люди, которые там могут посмотреть текст, послушать вслух. А, То есть может ли быть тактическое ядерное оружие с орешником как оружием прорыва и пролома фронта? Как вы думаете? так это и изначальное предназначение тактического ядерного оружия, оно и в этом и заключалось. Потому что, ну, еще, по-моему, в 1954 году были Тотские учения в Советском Союзе, как на Тотском полигоне, когда под командованием Жукова, когда вот опробировали ядерный удар ядерным оружием, и ввод в оператив, затем добивают авиацией, ввод в оперативный прорыв механизированных соединений. Но, скажем так, даже на этапе подготовки далеко все не идеально было. Жуков был очень сильно раздражен тем, что зол, тем, что, как он говорил, за 10 лет разучились воевать. Это не так просто воспользоваться результатами. Да, может быть, какой-то участок обороны уничтожит, но это же не такая, не царь-бомба, которая там на сотни километров вокруг. Десяток километров, да, это вполне вероятно. Но как на это посмотрит товарищ Си или господин Моди? Вот тут же не только я один такого мнения придерживаюсь. Это, я думаю, что будет не в восторге, учитывая то, что Китай в плане ядерного оружия будет намного слабее, чем Соединенные Штаты и Россия, но давать возможность доставать эту ядерную дубину, это ставит себя в такое уязвимое. То есть, если Путину можно, то почему американцам нельзя будет, там, если с Тайванем возникнет какая-то заруба. Поэтому все-таки я не исключаю, но вероятность применения ядерного оружия, тактического ядерного оружия все-таки, я считаю, минимальна. То есть, ну и ситуация того не требует. Разрушить один-два моста, нанести удар по энергетике, это можно и Искандерами, и Х-101, и вот эти морские гиперзвуковые ракеты противокорабельные, которые используются как наземные. Да. Поэтому я думаю, что никакой необходимости, ну, хотя пошла такая накачка, что надо вот напрячься. Ну и так били всем, что кроме ядерки. Вот, поэтому какой может быть в этой ситуации такой вундерваф? И в конце концов даже ядерка убежден, что она не поставит точку в войне. Подождите, вы думаете, что ядерка не поставит точку в войне? Почему? Ну, тактическое ядерное оружие. Ну, а что полноценное, что разнеси все города Украины ядерным оружием? Ну, это, по-моему,
Даже Караганов до такого не додумался. Он предлагает бить по Европе, по Берлину. Я имею в виду, что, смотрите, этих тактических ядерных зарядов, их же там куча. Это они могут быть артиллерийские, могут быть вообще какие-то, им не пойми какие. Ну, то есть сверхмалой мощности. Просто мы тогда станем на этап, ну, совсем другой войны. И, ну, условно, сейчас почему вот такая история? ПВО не хватает, дали списанных патриотов, насыпали, которые завтра в утиль, но в Украине пригодятся. И ПАК-3, и ПАК-2. То есть, ну, вот как? ПВО нет, но мы как бы лупим дронами, подводим страну и вообще все жизнеобеспечение под опасность и говорим партнерам 20 миллиардов давай, а то сейчас смотрите, вот мы тут показываем свою эффективность, сейчас полетит в ответ. А когда будет переступят ядерную, тактическое ядерное оружие черту, ну это уже не проканает эта схема, ну нужно будет что-то новое. Или такое ощущение складывается, что наоборот на Банковой ждут чего-то такого, нечто, чтобы вообще полилось без счета в Украину денег. Ну, может и так, но, опять же, вероятность ну, применения тактического ядерного оружия я бы дал процентов 5, не более. А вот обычно вполне. Тем более, что от того же Орешника те системы ПВО, которые на вооружении Украины, они не защитят. А систем типа ТААД или израильской Arrow, там американская SM-3 у нас нет, которые позволяют более продвинутые антибаллистические системы. Поэтому какие цели? То есть, что? Прорывать фронт с помощью тактического ядерного оружия. Ну так для этого надо, чтобы войти в оперативный прорыв, опять же, надо сосредотачивать войска. В этой войне это с учетом такой явления, как киллзона, это нереально. Просто чтобы там, положить несколько тысяч людей, ну, не знаю. Я пока не вижу никакого смысла, тем более, что ущерб, который наносят украинские дроны, он не является критическим. Болезненным, но не критическим. По поводу солдат. Сегодня какую-то странную вещь сказал Федоров. Значит, вообще, давайте так посмотрим. Давайте посмотрим с точки зрения принятых решений. Это очень важно. В Лондоне Зеленский говорит, я хочу, чтобы у меня зарплаты были у военных такие же, как у россиян. Опять, вот эту браваду, смотрите, сколько мы там, Броуди, да, этот, который мадяр, говорит, положили 300 тысяч, там 40 лужников, вчера был день дроновода, и это он там потужничал. Это только, типа, это не артиллеристы какие-нибудь, это не какие-нибудь там спецназовцы, это не какие-нибудь там другие, это вот именно его силы беспилотников. Ну, хорошо. То есть это можно списать на война, как рыбалка, там, вот такая рыба, да, там, и размахивают руками перед друг другом рыбаки. Но тут дело, это кровавая рыбалка, безусловно, но дело в другом. Зеленский говорит, хочу, чтобы так же получали. Параллельно политтехнологически я вижу сдвиг определенного нарратива. Я прям вижу, как блогерам разного толка, работающим, сотрудничающим, болеющим и сопереживающим офису президента и вот этим головам Геббельса. Андрей Владимирович, ну им разослали этот темник. Вот я его прям слышу, когда там анализирую какие-то соцсети. Значит, темник простой. Вот россияне, убийцы, идут в Украину убивать за большие деньги. Не, ну так вот, если посмотреть под этим углом, ну так, смотрите, так и есть. Ну, сегодня выходит Зеленский и поднимает зарплаты военным. И говорит, смотрите, разительная Наши разница. для Колумбии А сперва. Федоров выходит и говорит, значит, мы хотим делать так, вот 460 тысяч или там 20 тысяч гривен в день для штурмовика в день. То есть в тылу украинские военные будут получать 20 тысяч в месяц базу, а на передовой 20 тысяч в день. И мы, говорит, хотим сделать так, чтобы вывести украинцев в тыловые части, да, укомплектовать, а туда нанимать вот этих гусей диких, гусей удачи. Только учитывая то, сколько живет на передовой пехотинец и штурмовик, я боюсь, что
за деньги готовы идти убивать, но не готовы умирать. Это доказано многими войнами. Поэтому боюсь, что этот ресурс, он довольно конечный. Вот в отношении ребят из латиноамериканских стран, бразильцы, колумбийцы. Ну, что там до 30% надо, чтобы это были штурмовиков и пехотинцев, это были, ну, и второй момент финансовый. Одно, то, что у нас те люди, которые более-менее с экспертным знанием экономики, говорят о том, что денег еще нет, но уже нарезают. То есть, знаете, это немножко авантюрный подход. Потом опять окажется, что обещали, обманули. Ну, и что это? А то, что будут, естественно, накачивать. Ну, традиционно это ж для всей военной пропаганды. У них шпионы, у нас разведчики, у нас добровольцы, у них наемники. Ну, это традиционно. Ничего удивительного нет. Другое дело то, что любое мнение, как говорится, которое выходит за рамки генеральной линии, оно, естественно, глушится там, кого жестко, с санкциями, уголовными делами, кого так, помягче просто канцелят, заносят стоп-листы и так далее. Поэтому и создается такое ощущение. Ну, а когда идет такой поток, информационный поток без альтернативной точки зрения, естественно, это, ну, в конце концов, пропаганда работает и влияет на нас, людей. И да, Причем очень интересно выглядит то, что вопросы с ТЦК, сейчас очень активизировался Лубенец по этому поводу. А, Ну, Лубенец, он как бы понятно, что это человек президента Зеленского, да, еще тогда, когда он был депутатом, потом его перевели на эту должность, собственно, после факапа Денисовой, да, о том, что там, ну, врала она, в общем, для того, чтобы было больше денег, да, о том, какие зверства устраивали российские военные. Причем тут ее конкретно поймали за руку, конкретно ее случаем и конкретно ее примером. Это не говорит, что вообще там все как бы в белых польтах. Нет. А это конкретно ужасы она нагнетала, и потом она ходила еще по эфирам, оправдывалась. Ну, в общем, за нее все забыли, тихонечко в лес ушла. Правозащитница. Ну вот Лубенец взялся активно за ТЦК. Есть версия, что это таким образом Федорова сбивают. Вот условно. Он там запустил эту систему Е-баллов. Он запустил вот эти все дроновые штуки, вот эти все... Понятное дело, что это все прибыль, это все денежка, это все дроны, это все производство, да. Это все... По российская армия уже уничтожена, окончательно и бесповоротно, да. Если считать. Плюс, получается очень интересная история. А вот с ТЦК, типа, скажут, вот Федоров не справился с ТЦК, ну все, на него всех собак повесить, все неудачи, и нового найти. Ну вот как было, Шмыгаль же, видите, недолго, но побыл министром обороны после премьерства. Вот еще кого-то найдут. В этом задумка политическая. Как вы считываете эту ситуацию? Федоров, это один из немногих, большинство коллег, у нас же политики нет, и, соответственно, и раз нет политики, так зачем нужны политтехнологи? Один из немногих министров, с которыми работают. Работают с Будановым, работают с Федоровым. Вот. И понятно, что ситуация с ТЦК – это та самая дохлая кошка, которая перебрасывается. Вот от Лубенца, по идее, к Федору. Ну, Федоров, да, здесь он это зафиксировал. Момент обещания мобилизации с человеческим лицом. Но пока каждый день контент-мейкеры из ТЦК дают и новые сюжеты. Ну, и тут уже не отбрешешься, что это все искусственный интеллект, это Мосфильм и так далее. Ну, определенно такого вреда, информационного вреда, как для ЗСУ, который нанесла работа ТЦК, ну, это никакому врагу, как говорится, не по плечу вот этот масштаб осилить. Ну, а, естественно, Лубенец, понятно, что может метать гром и молнии, но от его деятельности мало что меняется. Как паковали людей, как убивали в стенах ТЦК, вот буквально позавчера киевлянин, ну, очередной труп из ТЦК вынесли уже в Киеве. Вот. И да, там
человек успел позвонить, что его избили, но уже, как говорится, тут взятки гладкие. Вот, в очередной раз. Поэтому, а люди все это видят, и понятно, что с другой стороны идет такая кампания перенаправления негатива, ну, то есть это ТЦК все во многом заслуженного врагов народа. Идет такая, чтобы негатив концентрировался на них. И да, в какой-то момент их сделают козлами отпущения, и многих будут догонять. Многие столкнутся с судами Линча, с вендеттой, потом, когда вернутся те, кого они отправили туда в мясорубку. Такое тоже более чем вероятно. Но сейчас это действительно через ТЦК, через провал. Вот, ничего не меняется. Это уже многие, вот, скажем, даже те, кого не назовешь оппозиционерами, отмечают о том, что практически ничего не изменилось. Коррупция как была, так и остается. Беспредел по отношению к гражданам как был, так и есть. И, естественно, это все будет адресовываться, вешаться на Федорова. Для него, да, это вот будет одно из первых серьезных таких, один из первых серьезных вызовов в отношении, в репутационном плане. То, что его будут сбивать, это заметно, но получится ли, посмотрим. Но до недавнего времени у него все шло более-менее гладко. Но тема ТЦК, это да, она очень токсичная. Ну так сделают козла отпущения с Федорова? Или он слишком близок? Ну, дело в том, что он же не кварталовский, все-таки он ближе к вот этому грантоедскому кооперативу. Ну, понимаете, какого я имею в виду, дети капитана Грант. Вот, птенцы гнезда Сарасова. Вот, он ближе к ним. И явно там вот из этого лагеря как раз критических молний в отношении Федорова не летает. То есть на фоне радикально ухудшившихся отношений команды Зеленского с вот этими нашими соросятами, так называемыми, это, естественно, острый угол вылазит. Страшные И вещи вообще, товарищи ТЦКшники рассказывают. У Гончаренко, еще одного деятеля. Он там ТСК проводит, приглашает всех подряд. Говорит, ТЦКшники, ну, во-первых, потому что там никто не служил ни хрена, хоть нам всем рассказывают и забивают баки, что это наши хлопцы, которые там на войне не сгорели в танке, а сейчас вот это вот получают. вы знаете, что никогда не врут, как после охоты и во время войны. Ну, это ж в полной мере касается и Нет, ну официальных. и вот эти бойцы там то в Николаеве огребают от подростка, пацана, который за батю уступился, навалял троим, понимаете, то, в общем-то, люди их так, ну, и все одобряют то, что они, ну, в общем-то, негодяи, Да. их надо мочить, ну, в смысле, бить, да, то есть, и даже если кто не участвует, там, но все равно комментируют, вот парень молодец в Николаеве, ну, и везде так, да, вот сейчас тоже прокатилась эта новая волна. А они говорят, беда, детей в школе булят. Узнают, что это ребенок семьи ТЦКшника, то на спину что-то приклеят с надписью плохой, то какую-то там кнопку подложат, то плюнут куда-нибудь в учебник. Ну, какая-нибудь там такая история. И вы Ну, тем более, понимаете, да, сделали врагов народа. то есть, смотрите, центральный сигнал системы сделать врагом народа, ну там, не ребенка, а имеется в виду врагом народа ухылянта. И, соответственно, ухылянт, сын ухылянта или дочка ухылянта должны были получать вот эти издевательства в школе. А получается наоборот. Знаете, ну, по идее так. Но когда я смотрю просто те каналы, которые, скажем, подхватывают вот эти видео, как некоторые депутаты говорили из «Слуг народа», Мосфильма. Ну, это же каналы явно на абонементе у Банковой, то есть не чужие. То есть, как бы, видимо, может быть, правая рука не знает, что делает левая, но тема, наоборот, говорится,
убежал, уклонился, молодец. Ну, и достаточно посмотреть комментарии, там целый ряд YouTube-каналов специализируется на том, как люди делятся своим опытом, как там через болото или там через горы уйти из страны. И смотрю, большинство позитивные комментарии. Поэтому у Хилеса это скорее народные симпатии на их стороне. А вот ТСКшники, да, и даже вот посмотрел комментарии, когда там посаженного в Одесское СИЗО заставили там, ну, видимо, опустили и заставили тапочки перед зубах переносить. Но явно люди совершенно не сочувствуют. То есть отношение как, ну, как к полицаям, как к оккупантам, но отнюдь не как воинам ЗСУ. И Приходят новости. это Давайте отношение. оперативно рассмотрим их, потому что немножко давайте на Америке сфокусируемся, на Трампе. Значит, директор национальной разведки США Габбард вышла, записала, ну, как бы такой блог, не знаю, выступление, материалы. Короче, она рассекретила документы, которые свидетельствуют о том, что США финансировала более 120 биолабораторий в более чем 30 странах, в том числе на территории Украины. По ее словам, лаборатории в Украине подвергаются риску из-за того, что российско-украинская война продолжается. Сослалась она на предыдущие оценки разведки, согласно которым поддерживаемые США лаборатории могут содержать что-то опасное и оставаться уязвимыми для российских атак, захвата или случайного повреждения. Цитата. «Мы, многие из этих биолабораторий, финансируемых правительством США, в настоящее время или ранее исследованиями занимались использованием опасных высококонтагиозных патогенов, в том числе опасными исследованиями по усилению функции вируса, практически без огласки и контроля». Это ее прямая речь, и она вот показывает документы и, в общем, раскрывает эту историю. Ну, она, смотрите, она как ушла, или уходит, там муж пережил тяжелую операцию, поэтому она должна быть с ним, поддержать его. И вот, так сказать, напоследок она обещала, что, ну, скажет, и вот она вышла и сказала. Это к вопросу о Мосфильмах, пропаганде и всякой остальной истории. А, Ну, понимаете, Шокирующая, для умных людей шокирующая информация. то, что в лаборатории вполне, ну, допустим, но явно не в подземельях Азовстали, как это наши э, с севера доносилось. А если, допустим, тут, в Днепре был в свое время там, завод бак препаратов, ну, в таких условиях вполне. Ну и учитывая то, что тут же факт, где и и в каком направлении, без конкретики, но что тут, это вокруг да около. А тут важна конкретика. Что, как, с какими вирусами. То есть, и, возможно, там есть же, скажем, то, что представляет собой бактериологическое оружие, а есть более-менее безобидные вирусы, там, не несущие угрозу человечеству и массовых жертв. Ну, давайте вспомним, как с пандемией. Ну, смотрите, в Началась. опубликованных документах упоминается несколько таких биолабораторий. Центр Харьков, Днепр, Львов, Винница, Чернигов. И там велось изучение возбудителей сибирской язвы, тулериамии, свиной грипп, марбургская лихорадка, лихорадка Эбола, чума и других заболеваний. Ну, это из конкретики. Да. Ну, поэтому, судя по всему, это еще не последняя сенсация Тулси Габбард, но как в 22 году как-то все моментально забыли об пандемии ковида, перестали носить маски, а то было ой-ой-ой, там в магазин не пускали без маски. А тут, и оказывается, ничего, ни небеса на небо не рухнули, никто массово, как говорится, с ковидом с ног не валился. Ну, поэтому я думаю, что подобного рода исследования ведутся во многих лабораториях. Другое дело, то, что для Соединенных Штатов это безопаснее, чтобы это было на чужой территории. Но а у нас, как известно, за валюту любое ваше желание. То есть, тем более, что такого рода заказы оплачивались, я думаю, не 5 копеек, и, видимо, речь шла о серьезных суммах. Но это то, что
длительно и в Соединенных Штатах, и у нас было абсолютно засекречено. Но, опять же, подчеркиваю, никаких речи о том, что там в Мариуполе, там на Азовстале, биологические лаборатории речи не идет. Днепр, да, там это Львов, вполне, Харьков, поскольку там есть необходимая база для такого рода исследований. Чернигов удивительно. Мгм. Значит, и еще одну тему хотел с вами рассмотреть, и перейдем к вопросам зрителей. Слушайте, так а что Трамп с Ираном? Все, закругляется. Ну, Во время нашего эфира появился, ну, как Трамп проснулся, это уже хорошо, и появился его, это уникальный случай. Ну, вы же знаете, Трамп активен в соцсетях, он там делится всякими там интересными коллажами, то там он в роли героя комикса, то он там Обаму там ну, в общем, семью Обам там как-то вот, то ругает демократов, то приколы всякие с собой в главном роли, то он король, то он почти Христос, то он почти еще кто-то. А это он перепостил Аракчи, иранца. Текст, который, ну, типа того, что вот, есть там возможность, надо там все взвешено, там, короче. То есть дело к миру идет, получается. ну, это уже 39-й раз идет. Уже на 39-й раз о том, что сделка. Но пока по ходу движения к миру он ломает и ломает дрова. И тем более, ну, формат этой сделки больше напоминает, если не капитуляцию, то отползание Соединенных Штатов. Ну, начиная, допустим, чего стоят такие пункты, как сразу авансом там, половину замороженных иранских средств разморозить. Вот, ну, про 300 миллиардов не говорю, но это так, это еще одна бабушка надвое сказал про 300, но вывод американских военнослужащих с территории стран, граничащих с Ираном, прекращение боевых действий в Ливане, это то, что на столе. Ну, я думаю, в Израиле с воодушевлением восприняли то, что их ставят перед фактом. Вот, помните, что там Трамп заявлял, что он там ругался в адрес Нетаньяху и так далее, но это создает у Нетаньяху осенью выборы, это такую создает не детскую проблему для Биби. Вот, поэтому у Трампа такая ситуация, что ему начался мундиаль, вот 14-го у Трампа 80 лет, потом 250 лет Соединенным Штатам Америки, когда тут заниматься международной политикой. Недосуг, надо закругляться с Ираном. Ну, для мира, в принципе, вот, я думаю, эта сегодняшняя информация, она, да, она скорее будет работать к стабилизации цен на углеводороды. Э, Это, скорее всего, это рынок воспринят позитивно, но на этой неделе лихорадило, особенно после анонса того, что Соединенные Штаты будут утюжить Иран и так далее. Ну, как всегда. Trump always chicken. Так, эффект такой. Вот, который в Соединенных Штатах уже стал мемом, и республиканцам это, и трампистам это будет икаться уже на предстоящих промежуточных выборах. То есть Трамп задирает, повышает ставки, а потом отползает. Ну, это же полбеды, а плюс еще и вот эти упреки, которые полетели из Кремля в адрес того, что Трамп обещал и не выполнил, то есть он не смог обеспечить выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты год назад в Анкоридже. Вот это уже такая более глобальная проблема. То есть Пакс Америка, очевидно, все. Вот. Как бы потом демократы не пытались восстановить глобальное влияние, да, могут еще где-то там дровишек наломать, но все, поезд ушел. И это все видят. Так хорошо, а какие перспективы? Ну, посмотрите, сейчас ситуация такая, что Иран требует денег. Понятно, что Трамп говорит, это то, что они хотелки свои написали, 24 миллиарда сразу разблокируйте, 300 вообще помогите материально на перспективу, 300 миллиардов США, чтобы вложила в Иран. Это, понятное дело, это все как-то будет, ну, не так выглядеть, если как-то будет. Но сам факт, Трамп опроверг все, опроверг. Но все понимают стороны, что надо подписывать что-то и заканчивать войну. Кроме Израиля, который сегодня Бен Гвир вышел и сказал, а мы, в общем, не уйдем никуда.
Естественно. В Израиле такие настроения вплоть до там, уже при Байдене, говорили, что надо быть готовым к такому повороту, что обходиться без помощи Соединенных Штатов. Ну, хотел бы посмотреть, но тем не менее, я думаю, что сдавать назад по свистку Трампа Нетаньяху не будет. То есть, да, его ставят перед фактом, но тем не менее, война просто невысокой интенсивности, но в Южном Ливане она идет. И да, и каждый день кто-то гибнет. И тем более, что это ж иранские прокси с Хезболлой, они довольно вполне такие практические выводы из Украино-российской войны тоже извлекли. И дроны на оптоволокне, и FPV-дроны. Причем, а вот такому повороту как раз резервисты, которые там активно используются Цахалом, они не готовы. То есть этих людей учили, готовили к войне там 2:0, 3:0, но не к войне 4:0. Это, кстати, для израильтян оказался неприятный сюрприз. Но вот, тем не менее, в сухом остатке, так чтобы конкретизировать ответ на ваш вопрос. В итоге получается, что то, что Обама сумел получить без всякой войны, вот эти договоренности, которые Трампом критиковались, в пух и прах разносил и во время избирательной кампании, и потом, тем не менее, он получает условия несколько худшие, чем у Обамы. Вот в каком остатке это все видят. Да, друзья, подведем итоги нашего вопроса. Есть ли возможность одним-двумя ударами России принудить Зеленский и Запад к срочному миру? Разделились голоса, слушайте. 24% считают, что да, ядерные удары сразу всех принудят. 24% же считают, что если будут выбивать верхушку, ну, то есть верхний эшелон властей, то есть действовать так, как Израиль против Ирана. 25%, что да, по логистике, Днепр, запад страны, то есть дороги, мосты, вот это все, тоннели. И 27% считают, что нет. Иначе бы уже такой удар осуществили. Очень интересная картина, Андрей Владимирович. То есть фактически поровну распределились голоса. Примерно так, потому что много будем говорить, людей, чье мнение формирует экспертное сообщество, вот эти всевозможные ТВ-шоу, я имею в виду российскую аудиторию. И там, да, хватает их, что жахнуть ядеркой, так, без оглядки на последствия, без оглядки на контекст, поскольку мы живем в таком мире, в котором масса зависимостей. Они есть и у Российской Федерации. И я думаю, что во время последнего визита Путина в Пекин, наверняка там, может быть, краем, но тема поднималась. Ведь с 22 года, когда американцы действительно были всерьез обеспокоены, потому что в случае негативного сценария на юге, там, в Херсонской области, вполне могут применить тактическое ядерное оружие, ведь местность там располагает для использования таких ядерных боеприпасов, допустим, тех же там, 203-мм снарядов, которые используются пилотом, но как-то эффект произвело. Это, по-моему, и Залужный признавал, что американцы начали притормаживать в тот момент. Вот, эффект произвело, но до применения, слава богу, не дошло. Думаю, не дойдет и в этот раз. Но люди считают, что вот это вот то волшебное, когда, говорится, нанесем ядерные удары, все, и хохлы сдадутся. Нет, этого не будет. Так, значит, друзья, переходим к вашим вопросам. Спасибо большое, что оставляете их. Начнем с клуба зрителей, пожалуй. Да, вот здесь такие... Сейчас, вот такие здесь вопросы. Всем... Да, всем очень благодарен за то, что... Ну, тут, понятно, комментируют, есть ли еще сараи, тогда орешник идет к вам. Андрей... Андрей... Сегодня или завтра будет большой налет. Да. Комбинирован. Да. Ну и орешник же, обещают, что ли, зря тоже куда-то. Да, то есть... Да.
Андрей, скажите, вся эта эскалация с обеих сторон, как по-вашему, насколько хватит этого запаса сил? И как Украина отреагирует, если им грозит гуманитарной катастрофой? Думаете, Россия пожалеет в очередной раз? Благодарю, Александр, и всем добра, спрашивает пользователь. Ну, учитывая то, что если случится какой-то катаклизм или да, гуманитарная катастрофа, это будет очередная возможность, предельно драматизировав ситуацию, протянуть руку, чтобы его позолотили. Возможно, это да. И тут вызвать эмпатию у партнеров и действительно вспомните 22 год, когда приезжавших в Польшу украинцев то, тут с накрытыми столами, там и бургерами, и сэндвичами кормили, как будто люди приехали из Заводного края, да, довольно тяжелая дорога в этом, в этих эвакуационных поездах. Ну, поляки думали, что там все намного хуже. Поэтому, возможно, вот это будет просто дополнительный фактор. Но то, что зима, скорее всего, будет холодной и темной, но каких-то катастрофических последствий, если, конечно, не ударит по атомным станциям, но я думаю, до этого не дойдет. А в плане продуктов питания Украина профицитная страна. Для того, чтобы здесь организовать голод, ну, это должно быть рукотворное, должно быть, как говорится, это должно быть дело рук человеческих. Поэтому вот так смотрим. А о гуманизме, ну, на войне не говорят о гуманизме. Да, стараются избежать жертв, минимизировать жертвы среди гражданского населения, но если оглядываются на общественное мнение, мировое общественное мнение, там, позиции стран-партнеров, если не оглядываются, как Израиль, там, не важно, там, посмотрите на пейзаж в Газе, там, Мгм. ну, все. Вопрос. Все чаще мировоззрение большинства украинцев, в том числе и неполитизированных, совпадает с некоторыми нарративами российской пропаганды. Андрей, как вы считаете, это многократное совпадение, недобор к 11 туз зелеботной пропаганды, недоработка, да, недобор, который погубит Криворожско-Трусковецкую 95-квартальную братью? Олег спрашивает. Или в чем причина? Смотрите, причина в том, что эффективная, качественная пропаганда, она строится на 90% правдивых фактов, и то, что реально, и остальное там 10%. Но когда все переворачивается, там либо 50 на 50, или вот эта пропорция меняется, это, ну, по системе Станиславского не верит. У нас это право давно перейдет. И другой момент, то, что, естественно, любому, кто осмелится сказать, что король голый, что не так, что наживается на войне, тут же клеится ярлык, там, агент Кремля, там, враг народа и так далее, со всеми вытекающими последствиями. В лучшем случае это просто стоп-листы для медиа, в худшем случае это санкции, а то и уголовное дело с водворением следственного изолятора. Дмитрий Корнейчук не даст соврать. Поэтому вопрос в том, что других, знаете, как говорил профессор Преображенский, не читайте советских газет, так других нет, ну никаких не читайте. Ну, полностью выпасть из информационного поля, я скажу, что если целый день вот слушать телевизор, там единый марафон, радиоканал, наступит информационная интоксикация. Это может просто человека привести в состояние близкое к острому психозу. Поэтому мой хороший совет: минимизируйте новостные выпуски, неважно, по эту или по другую сторону, поскольку пропаганда, она последствия вот этой пропагандистской работы для коллективной психики будут икаться еще очень долго. И с той, и с другой стороны. Андрей Владимирович, мы со школы вынесли, что ООН создал СССР. Но сегодня задаюсь вопросом, а мог ли СССР что-либо создать со штаб-квартирой в США? А ведь это даже не компромиссный вариант. Тот же вопрос и по Нюрнбергу, в принципе. Не, ну, посмотрите с Расселом Кроу в роли Геринга. Смотрите, во-первых, ведь союзники, как еще назывались, в конце войны? Объединенные нации. Вот объединенные нации, которые победили ось,
в виде нацистской Германии и империалистической Японии. Вот. И эти объединенные нации, естественно, установили не только СССР, но еще и там же засвидетельствовали в знак того, что тех жертв, которые понесла Украина и Беларусь, тогда Украинская ССР и Белорусская ССР, конечно, им же тоже были отведены места вот, среди объединенных наций. Но понятно и другое, то, что это все-таки это делалось, большую часть средств и ресурсов предоставили Соединенные Штаты Америки. Вот, и понятно, то, что пишут в учебниках, ну, это же понятно, политика, это политика, обращенная в прошлое. Поэтому с участием, но СССР был одним из фундаторов, как это принято, по крайней мере, Организации Объединенных Наций, но никакой монополии в этом процессе у Советского Союза не было. Тем более, что на тот момент ну, Соединенные Штаты в экономическом, финансовом плане чувствовали себя намного лучше, чем СССР, разоренная еще и войной. Мгм. Вот такой вопрос от Алексея. Как вы думаете, почему Зеленский не проводит выборы? Он же может нарисовать себе нужный результат. Примеров такому много. И стать еще раз легитимным на 4 года. Нет, ну, действительно, если в условиях военного положения или неожиданно объявить выборы, ну, не удивлюсь в том, что тем более будут показывать. Вот видите, КМИС пишет, что 61% доверяет Владимиру Александровичу. Вот, и не придерешься. Ведь есть уже примеры, вот Пашинян. И войну вдрызг проиграл, и с такими, и на выборы шел с лозунгами, за которые в Украине бы влепили уголовное дело, потому что Карабах был ошибкой, для армян Карабах это была сакральная тема, тем более, что правил то карабахские кланы, потому что они пошли изначально на то, что предлагал Алиев еще более 10 лет тому назад в Казани, по-моему, там почти вышли, но это тоже была ошибкой. Ну, зрадная, но тем не менее, ну, Пашинян выиграл. Возможно, там, как говорится, дожали немножечко, но даже по социологии видно, что армяне считали, что те, кто оппонируют Пашиняну, еще хуже. И вот и Пашиняну можно поздравить с победой. Ну, как бы там ни было, несмотря в бедной Армении средняя зарплата выше, чем по Украине, у которой что-то там еще из природных ресурсов, в конце концов, плодородная земля еще осталась. Более $800 средняя зарплата в Армении. В Украине все-таки почти в 2 раза меньше. Вот это факт. И не важно, что экономический рост во многом благодаря там, реэкспорту в Россию и таким щадящим ценам на газ. Армения платит $170 за 1000 кубометров, в отличие от Европы и Украины, где там более 600 за 1000 кубометров. Вот, но это пример того, что все возможно. Когда пока другие не готовы, пока другие не раздуплились, и вот этот, что с другими будет еще хуже, это может сработать. Тем более, что вряд ли. Но конкурентные выборы, то есть когда будет более не менее конкурентная среда в отношении политических сил, когда за инакомыслие не будет, ну, инакомыслящими не будут заниматься политологи в штатском, вот, эти конкурентные выборы Зеленский гарантированно проигрывает любому. Хоть Буданову, хоть Залужному, но могут появиться и другие. Поэтому все зависит от того, когда эти выборы провести. Для Зеленского ну, важно было бы провести их неожиданно, то есть чтобы другие не успели подготовиться. И в такой ситуации перехода и сохранением элементов военного положения. Тогда да, тогда можно получить любой результат. Но это будет эмуляция выборов. Значит, ну, давайте вот так поступим сейчас. 2 новости и продолжим немножко вопросы, потому что новости, как это, знаковые, что называется. Я так считаю, по крайней мере. Мне прям очень и очень хочется, чтобы это немножко как бы мы, ну как, не то что затронули, да, чтобы мы это в эфире. Потому что я считаю, что это ну, принципиально важно. А,
Ну, во-первых, да, вот из официоза, да, вот официально, Рубио поздравил россиян с Днем России, вот, между прочим, от имени американского народа. В поздравлении заявил, что Штаты остаются преданными поддержке российского народа, который продолжает строить свое стремление к лучшему будущему. Так, на секундочку. Преданные американцы россиянам, ничего себе. Вот. Работайте. Работайте, братья, да. Мы также пользуемся возможностью, чтобы подтвердить свое желание США конструктивно сотрудничать с Российской Федерацией для достижения прочного мира между Россией и Украиной. Надеемся, что мир будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между нашими странами. Вот такая вот формулировка в поздравлении Рубио. Но это Госдеп, да? Это Госдеп. А что Белый дом? А Белый дом, между прочим, публикует страшное. НЛО полетело. Смотрите, какая-то точка где-то как-то движется, виде горит, ничего себе. Это вот прям на сайте Белого дома. Сегодня обещали, вот смотрите, сегодня взяли и сделали. Точно надо эту войну с Ираном заканчивать. Все должны обсуждать, ну, вот эти видеонаблюдения. Непонятно, что к чему. Раньше такое, я помню, иногда такие вещи показывали и говорили, что это какое-то отражение в стекле, там, ну, вот эти все вещи. Да, и вот смотрите, парная история. Летят такие вдвоем, как бы парами. Горят, светятся. В общем, началось, Андрей Да, Владимирович. склонность Дональда Фредовича к теме НЛО. Вот, не удивлюсь, если он завтра выйдет и выдаст, что они с ним общались, и вот он, пообщавшись, решил. Но тогда действительно надо уже будет вбить на бат по поводу ментального и психического здоровья президента Соединенных Штатов. Ну, как-никак. У человека кнопка в чемоданчике с 5000 на 5000 ядерных боеголовок. Ну, тревожно. Мне Мгм. просто сразу вспоминаю КГБ. Там тоже под воздействием некоторых веществ летающие объекты видели с одного из персонажей. Ну, Так, тема не пропадает. да, тема не пропадает. Идем дальше. Какое будущее Украины в мирное время? Спрашивает пользователь. Рано или поздно война ведь все-таки закончится. Что делать с сельским хозяйством, промышленностью, долгами? Вот, мне вот за это будущее мне тревожно. Можно ведь и войну, бывали ситуации, когда вроде бы выигрывали войну, но проигрывали мир. А тут непонятно, что и с войной, и миром проигрывали. Поскольку никто, вот, ну, представьте себе Залужного, который там пару внятных фраз про то, как перезагрузить экономику. Ни у кого нет. Ну, то есть, ну, понятно, Федоров будет рассказывать про цифровизацию, про новые технологии, но элементарно ни, как говорится, ни искусственным интеллектом единым. И во многом я боюсь, что это еще, как бы это ни оказался большим мыльным пузырем. Не раз в истории мировой экономики такие явления случались, переоценки. Вот. А что с остатками промышленности, что с сельским хозяйством делать? И понятно другое, потому что доходная часть украинского бюджета такова, что она не позволяет даже содержать государство. Не говорю уже о каких-то больших амбициях, там, мечтах про 800-тысячную армию Зеленского или там, программу создания там, ракетного оружия. Банально Украина не потянет. Не говоря уже о медицине, здравоохранении и образовании. Вот. Поэтому вот за это тревожно, поскольку, ну, думаю, как получить деньги, дальше запускают систему распил, откат, занос, что как, с чего жить государству никто не думает. И не собираются даже демонтировать то, что не создает добавочной стоимости, а создает проблему. Ну, допустим, такие явления, как институт нацпамяти имеет доктора Альцгеймера, который ну, является, если у нас там, борется с темным коммунистическим прошлым, так вот это и есть в худшем виде совок худший. То есть лучшее мы, как говорится, распилили
другое запретили, а вот это вот как раз был совок, теперь жлобок. Вот это вызывает, естественно, тревогу, поскольку экономика большого базара, она Украину до руины доведет. Ну, тут возмущаются, а почему Трамп не поздравил? И вообще, какой народ Рубио поддерживает? Беглую, что ли, Либероту? Нина возмущается. Трамп занят мундиалем, И тем более, что перепечатывает посты Аракчи. да, перепечатают по посты Аракчи, но при этом иранских болельщиков не пустили в Соединенные Штаты. Равно как и сомалийского судью. Действует запрет на въезд в Соединенные Штаты всех без исключения граждан Сомали. Вот и ФИФА вынуждена была как говорится, признать, потому что это полное право миграционных служб Соединенных Штатов Америки. Ну и успокоили этого судью, что он будет судить другие матчи, которые проводят под эгидой ФИФА, возможно, в Европе, но в Соединенные Штаты и Мундиаль этот для него пролетает. Значит, вопрос простой такой, как казалось бы, да, от Сергея. А кто это все остановит? Знаете, ну, вот аксиома, обычно за стол переговоров садятся, когда какая-то из сторон исчерпала ресурс. Но пока, ну, понятно, нас убеждают здесь в том, что перелом и так далее. Я этого перелома в упор не вижу. Более того, там явно не вот тот же Bloomberg пишет, о том, что нет никакого снижения экспорта российской нефти. И там приводит довольно такой, более 3 миллионов баррелей в сутки. Вот, никакого краха не наблюдается и в упор. Но вот, а по нам, ну, судя по всему, Владимир Александрович накачали потужности в Лондоне. Ну, в довесок еще и пакет оружия плюс финансирование. Так что, судя по всему, произошла такая смена кураторов процесса. То есть Соединенные Штаты отошли в сторону, как выразился Трамп. Ну, а европейцы, коль скоро вы финансируете, то дальше, как говорится, разбирайтесь с этим. Ну, а что европейцам? За небольшие деньги Украина решает ну, стратегические задачи для европейских стран, которые ничем, по большому счету, пока не рискуют. Ну, такие заявления там, Медведева или Караганова не только, как говорится, работают в плюс лоббистов военно-промышленного комплекса, которые показывают, видите, это ж российская угроза, это не миф, это реальность. Вот посмотрите, что экс-президент пишет, что пишут там около кремлевские политологи вроде Караганова. Это, как говорится, лыкать в строку, что называется. Ну, 800 миллиардов это же не хухры-мухры, это ж те деньги, которые будут благополучно освоены европейскими военно-промышленными комплексами. Что там? Дихель, Рейнметалл, Biosystemс, ну и там вагон и маленькая тележка желающих поучаствовать. Мгм. Может, Путин выжидает, как всегда, притворяется слабым, чтобы ну, вот как с Крымом, да, ради чего-то что-то начать. Вот такая вот у него восточная стратегия, философия. Ну, действительно, война – это путь обмана. Но с Крымом, знаете, вот накануне войны, ведь и 23-го, когда Зеленский собирал у себя олигархический кооператив, он на ясном глазу убеждал в том, что это шантаж, это запугивание, хотя на тот момент уже были вполне конкретные разведпризнаки, что это не, ну, я приведу пример, потому что белорусы сообщали, что в Мозырь заводят запасы крови и плазмы, ну, в госпиталь. Это вполне конкретный признак того, что что-то готовится. Но убеждали. Поэтому и здесь, но я просто не вижу никаких, том, что никакого резона использовать ультимум рацио регнум, последний довод королей, ядерное оружие. Что больше? Объявить мобилизацию, но даже вот отнюдь не симпатик Украины Сергей Переслегин говорит, что с этим опоздали. Тем более в нынешнем формате войны. Это если проводить мобилизацию, ну, чтобы люди просто не пошли на пушечное мясо и не умножали потери, ну, хотя бы там, несколько месяцев готовить, ну, это ж
в один момент. Этих людей надо экипировать, вооружить, подготовить. Это растянется до следующего лета. Ну и явно непопулярный шаг, тем более в преддверии выборов в Госдуму. Поэтому, мне кажется, о притворстве здесь речь не идет. Возможно, мы не знаем чего-то, что происходит там в кремлевских башнях, вполне допускаю. Но я не хочу отбирать хлеба у любителей конспирологии, тем более в Ютубе и в Фейсбуке любителей конспирологии вот так хватает. Я не хочу говорить о том, чего не знаю, и, как говорится, отсутствие фактов компенсировать полетом фантазии. Мгм. Добрый вечер. Вопрос. Россия несет тяжелые потери от ударов по инфраструктуре. Если так пойдет дальше, Россия сможет справляться. Что же Россия тогда предпримет? А неужели все-таки ТЯО? Ведь все страны тогда поймут причину, почему они это сделали. Ну, И когда можно ставить, логично можно будет ставить крест на нераспространение ядерного оружия, все увидят. Вот пример Северной Кореи. Вот, 10 лет назад Трамп обзывал Кима там, ракетным рокетбой там, и так далее, стебался. Теперь от него отстали. Увидели, что у него есть ядерное оружие и есть средства доставки. И в случае, если там будет совершено покушение его физически уничтожить, это полетит либо на Сеул, либо на Токио. Вот как-то перестали кошмарить. Вот Иран на пути, вот, и его пытаются сейчас все-таки дожать, наклонить. И, судя по всему, для Израиля понятно, что Иран это экзистенциальный противник, или мы, или они. И там, даже если Трамп договорится, это не означает, что там все успокоится. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, знаете, я думаю, карты вскроются. Ольга, добрый вечер. Вопрос. Если бы отмотать назад, какие законы помогли бы Украине победить в войне? И вообще, зависит ли результат войны от законотворчества Рады? Я думаю, что поскольку Рада не является у нас центром принятия решений, то и, соответственно, и законотворчество мало на что влияет. Ну, могли, конечно, депутаты еще в 2020 году, допустим, вот сейчас, ой-вей, у нас же, оказывается, миллионная армия, а нет военной юстиции. Ну, депутаты вполне могли там, кышнуть того же реформатора прокуратуры Рябошапку, который вместе с этим основным генералом Чумаком добили военную прокуратуру, ну, после чего Чумак свалил, назначив себе там заоблачную пенсию, как это у нас всегда водится. Вот. У нас нет ни нормальной военной полиции, ни военных судов. Скажите, как женщина, допустим, судья, которая понятия не имеет, что такое присяга, что такое устав, такое приказ, судить военнослужащего? Ну, понятно, формально, по формальным, подпадающим под диспозицию нормы права признаком может, но это формально наводить справедливость. Поэтому депутаты вполне могли решить этот вопрос, тем более это не требовало каких-то больших громадных материальных средств и финансов. Но, как это водится, не сделано. Но зато занимаются теми вещами, улучшают, покращивают жизнь украинцев, типа вот это налог на цифровые платформы. И, кстати, там же не только об теперь и аренда жилья, там предполагаются такие новеллы. То есть, если ты сдаешь свое жилье, то никаких льгот по уплате там, налога на недвижимость. Я же говорю, скоро украинцы в полной мере ощутят работу зеленого пылесоса в их карманах. Андрей, что можете сказать про новое российское оружие ЗАК-30 «Цитадель», уничтожитель дронов? Может ли оно сделать весомый перелом на театре боевых действий для России? Для того, чтобы, во-первых, эффективность, поскольку любой производитель оружия, он одно дело, то, что он в рекламных проспектах пишет, как правило, завышаются тактико-технические характеристики, лишь реальное применение на поле боя дает представление о том, что может, чего не может оружие. Ну, в принципе, заявка вполне. Дело в том, что подобно вот такого рода комплексы уже производятся в целом ряде стран, допустим, тот же Skynex, ну, Украина тоже там, по идее, очень эффективны, но их всего несколько единиц, по-моему, в Украине один или два. Точно так же и с Цитаделью.
если их даже, предположим, в ближайшие там, полгода выпустят там, десяток другой, кардинально ситуацию на поле боя они не поменяют. Но, в принципе, заявка как на вполне эффективное оружие. Для меня вот до сих пор остается загадкой, почему изначально с 22 года не применялась легкомоторная авиация для борьбы с шахедами. Вот, тем более, это ж небольшая риск, как пишут, что риск того, что вот эти мобильные группы будут сбивать эти легкомоторные самолеты, но, знаете, в конце концов, можно было попросить у американцев те же Супер Тукана, бразильские трубовинтовые штурмовики. Но это куда эффективнее, чем пулять ракетами комплекса Патриот по шахедам. У Украины оставшийся моб-резерв 2-3 миллиона, у России минимум 30. Какой Украина ожидает результат? Неужели украинцы повально глупые и не могут просчитать этот результат, Сергей? Большинство, 60% украинцев, хочет скорейшего завершения войны. И то, что я видел, допустим, по социологии, то, что усталость, безнадега, ну, такие доминирующие психологические, ну, скажем так, чувства, которые испытывают украинцы. Поэтому, понятно, никаких иллюзий. И я изначально говорил о том, что к войне на истощение, даже с учетом западной помощи, Украина не готова. То есть не кончатся деньги, кончится мобилизационный ресурс. Не истощится мобилизационный ресурс, кончатся деньги. Но, знаете, когда ну, на чужие деньги, на заемные деньги войну выиграть, это такая, это выпрыгнуть выше головы. Это Тут, нереально. тут интересно пишет пользователь. Ну все, у британцев закончились деньги, что теперь будет? А правда же Хилли ушел, потому что денег нет. Вот, но, знаете, когда я говорю о том, что вот, ситуация на рынке энергоносителей для Украины может оказаться черным лебедем и с финансовой помощью будут большие проблемы, но меня упрекали в пессимизме, потому что да, все равно дадут. Даже некоторые уехавшие, как говорится, эмигрировавшие за рубеж, которым ничто не говорят о том, что ну, в конце концов, напечатают и дадут. Нет, это так не делается. Проблемы, ну, я думаю, будут давать, но совсем не в тех объемах, на которые у нас на банку рассчитывают. Увы, вот война Трампа с Ираном, он же подставил не только своих союзников и партнеров, он очень сильно ударил по Украине. Россия худо-бедно она компенсировала, благодаря росту цен, она компенсировала те потери, которые были нанесены ударами по НПЗ. Так что, в всяком случае, скорого падения, вот что еще несколько месяцев, и там все схлопнется и начнет рушиться, нет, я пока таких признаков не вижу. А вот у нас все как бы дыра в бюджете никуда не исчезла. Хотя 5 миллиардов долларов. Так, вопрос Золотареву. Почему какой-нибудь Петров и Баширов не взорвут места, где европейцы собирают дроны, с которыми наносят удары по России или какие-то другие диверсии? Это же не секрет, где они находятся. Не секрет, но Европа большая и таких точек много. Видимо, устанут Петров и Баширов. Ну, где-то, допустим, да. Тем более, что переходить к активным операциям за рубежом, но это уже это порог объявления войны. Как бы там ни было, но фактически ну, Европа частично стала таким стратегическим тылом Украины. И да, ну, я думаю, прекрасно знают, где и что производится. Судя по всему, и работы над ракетным оружием ведутся в европейских странах. Не исключаю, что осенью полетит и украинская баллистика. Не только вот это фламинго. Украинская ли? Вот, ну, мне уже там подсказывают, что это напоминает какую-то одну из мелькавшую на одной из оружейных выставок британскую разработку, но движок-то там от самолета учебно-тренировочного чешского Л-39, и, как говорят, таких движков в Украине штук 200 осталось. А Штиллерман обещал тысячи. Вот.
чем он там? От мопеда поставил на крылатую ракету? Нет. Вот уже возникает вопрос. Ну, естественно, возникают вопросы по ракетному оружию, вот, производство твердого топлива. Это, ну, да, это можно, это фуфло толкать бабушкам о том, что там из Ютуба узнали рецепт. Это, по большому счету, у производителя это там строжайшая тайна. Рецептура производства твердого топлива для ракетных двигателей. Я думаю, что тут тоже еще та задача. Может Путин встретиться все-таки с Зеленским? Вдруг его проклятие сработает и придет кто-то решительнее? Ну вот, знаете, излишне проклинающих Путина, я говорю, успокаиваю, потому что, ребята, ну, даже если с ним что-то случится, ну, все мы смертные, как говорил Воланд, внезапно смертны, человек внезапно смертный. Вот. Но, судя там по раскладам, явно голубя мира не предвидится. Юлия, Ну, вот возможно ли свержение рейха, становление новой власти? С чьей помощью это произойдет? А после проведения референдума в областях Украины, особенно Одесской и Николаевской области, это возможно? нет, ну для того, чтобы такой референдум прошел, эти области должны быть оккупированы российской армией. Вот, иначе никаких перспектив проведения такого референдума, ну это уже там чисто фантазия. А посмотрите, сухопутный путь, учитывая темпы продвижения в этой войне, и плюс то, что еще такая водная преграда, как Днепр, а форсирование водных преград ни у украинской, ни у российской армии в этой войне так, не получалось. Ну, чего стоит одни там, Плацдарм в Крынках и так далее, или как Северский Донец, российские батальоны, тактические группы штурмовали, да и в самом начале вот, топтание под Ирпенем, правда, разлившимся немножко, но тоже, как говорится, маркер того, что с тем, что, как говорится, походя решалось в Отечественную войну, в эту войну возникли определенные проблемы. Вот, а десант, ну, знаете, это уже из сферы фантазий, военных фантазий, там высадка на побережье Одессы, это нереально в данный момент. Равно как и украинский десант в Крым, там какой-то российский генерал, там, что украинцы могут высадиться в Крыму. Нет. Диверсионную группу, да, но войсковую десантную операцию так там, не потянет. Нет ни высадочных, ни достаточного количества резервов для такой операции. Вопрос, это мерзко, конечно, но может надо начать бить по Мернику? Мернику? Может контузия от снесенных... Мерняку, наверное. Контузия от снесенных домов начнет выветривать из головой... а, Ну, знаете, с первого дня войны мирняку доставалось. Да, соотношение, конечно, не сравнится, там, процент потерь среди гражданского населения в корейскую, вьетнамскую войну, когда применялись ковровые бомбардировки, там потери были гораздо в процентном отношении выше, чем у комбатантов. Вот, но с первого дня войны оставалось и мирным. Да, Иногда друзья, ну, смотрите, это, конечно, это не выход, да, собственно, бить по мирняку. Ну, как бы ну, целенаправленно имеется в виду. ну, это гасить пожар бензином. Да, значит, финальная новость, прокомментируйте. Вышел премьер Пакистана и говорит, США и Иран полностью согласовали финальный текст соглашения об окончании войны. Ну, хорошие же новости, Андрей Владимирович. Ну, вот, да, для мировой экономики, безусловно, хорошие. Но можно ли с этой новостью поздравить Соединенные Штаты? Сомневаюсь. Вот Иран, да. Вот, и я думаю, и Пакистан доволен. Понятно, что в обмен, как говорится, в противовес как говорится, вышедшему на новый уровень Ирану, выстоявшему под американским давлением и под ударами, и в том числе и израильской авиации, Ирану, ну, Пакистан будет формировать еще свой суннитский полумесяц, там, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудиты. Вот.
вполне. Вот, все смешается. То есть та архитектура, которая, геополитическая архитектура, которая после уже лет 60 выстраивалась на Ближнем Востоке, была получена с легкой руки Дональда Фредовича, накроется медным тазом. Вот. Но посмотрим текст. Пока те утечки, которые я видел, отнюдь, я же говорю, у Обамы без всякой войны получилось лучше. Андрей Золотарев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Поставьте лайк, не забудьте.